Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, и сегодня я буду делать корзиночку из мешковины и джута. Для начала из пивного картона я вырезаю 2 квадрата со сторонами 15 сантиметров. Это будет дно корзиночки. Затем на каждый квадрат наносим полимерный клей и приклеиваем к мешковине. После этого нам нужно вырезать. Обязательно оставляйте по периметру примерно сантиметр-полтора ткани, чтобы можно было это все свободно подвернуть. После приклеивания на ткани нужно сделать по всему периметру надрезы с интервалом сантиметр-полтора. Тогда мы благополучно все подвернем и нигде не останется неровностей. А вообще, что касается узора, который я выбирала для своей корзиночки, я сначала в интернете смотрела много всяких ажурных распечаток красивых, а потом нарисовала себе примерный узор на размер 15 сантиметров и примерную высоту. И нарисовала уже сама то, что мне хотелось, как я вижу это, как мне хочется. Но в итоге все равно получился не первый, не второй вариант, а абсолютно новый третий, который уже рождался в процессе работы с каждым новым завитком. А вам уже выбирать самим, хотите вы делать по шаблону или будете составлять узор самостоятельно, просто придумывая его. А теперь, после того, как ткань подвернутая подклеена, склеиваем между собой 2 части донышка. Джутовая филигрань сейчас очень популярна и пользуется большим спросом. Поэтому в интернете много различных вариантов, можете посмотреть, если вам будет интересно. И делать стенки корзинки можно несколькими способами. Можно сделать классическим способом на файле, в который вкладывается изначальный узор, который вы планируете сделать. И затем наносить клей на узор, а потом уже выкладывать джутовую нить сверху. Либо сразу смазывать нить клеем и выкладывать ее по контуру узора. Либо сделать проще, как я сегодня. Мне кажется, этот способ самый простой. Просто вот таким образом соединяем между собой нити, получая такую полосочку. И из этой полосочки уже потом выкладываем узор, который нам нужен. Я буду соединять клеем по 3 нити. И я решила соединять полосочки длиной по 30 сантиметров, потому что длинные делать сложнее, мне по 30 сантиметров удобнее, а вы можете делать длиннее, если вам так удобно. И затем я уже буду их резать на нужные отрезки и составлять узор. Для работы можно сделать небольшое количество полосочек и после их использования делать новые. Но я решила сделать сразу большое количество, затем сложила их в пакет, чтобы клей не быстро высыхал. Потому что я потом еще перед использованием каждую деталь еще раз промазываю клеем, чтобы изделие было как можно прочнее. И даже если подсохло, после вторичного промазывания клеем нить снова становится податливой и гибкой. Итак, для начала отрезаем кусочки длиной 6 сантиметров. Изначально их понадобится 20. Это для центрального цветочка на каждой стороне корзинки. У меня полосочки уже подсохли. И я, как говорила ранее, снова смазываю их клеем и соединяю между собой вот в такую своеобразную капельку. Для удобства можно прижимать место соединения пинцетом или щипчиками. Так работать гораздо удобнее. А теперь по центру одной из сторон приклеиваем 5 вот таких лепестков, получая полуцветочек. Выравнивайте, прижимайте к плоскости, чтобы все хорошо держалось, пока еще не застыло, все можно поправить. Как вы видите, так как я работаю без шаблона, перед тем, как делать следующую часть узора, я все примеряю, прикладываю, смотрю, какой длины мне нужно отрезать полосочку.
И вот теперь сбоку от цветочка приклеиваем 2 большие боковые капли. У меня они получились размером около 12 сантиметров. Вы уже примеряйте под свой размер, если будете делать больше, меньше корзиночку, либо вообще какой-то другой формы. Просто главное примеряйте, и тогда узор будет составляться правильно. После того, как я приклеила 2 большие боковые капли, конечно же, в них нужно что-то вставить еще, иначе они слишком будут пустые и огромные. И я решила вставить еще 2 капельки меньшего размера, чтобы они шли поочередно по возрастанию. Но я поняла, что гораздо проще сделать это изначально сразу, а потом уже готовую капельку из 3 приклеить на корзинку. Но так я уже буду делать со всеми последующими сторонами квадрата, а первую делала именно так, как вы видите. Размер у меня получился этих капелек 6, 9 и от 11 до 12. Там уже посмотрите, когда будете примерять. Для последующих сторон цветочек я склеивала сразу 5 лепестков и потом уже приклеивала на плоскость. И также снова проверяйте боковые вот эти большие капельки. Чтобы у вас правильно состыковался край, уголок с уголком, нужно примерить, потому что, возможно, нужно будет сделать либо чуть-чуть длиннее эту полосочку крайнюю, либо чуть-чуть короче, чтобы у вас все правильно состыковалось. Кстати, в процессе работы, чтобы нить не прилипала к рукам, я постоянно смазываю руки кремом. Покупаю специально вот такой простой, доступный крем, потому что он очень высокой жирности. По текстуре он напоминает детский крем. И тогда клей не прилипает к рукам. Сейчас вы как раз видите, как я делала капельки в последующем. И так гораздо проще, потому что по одной приклеивать их к мешковине, а потом еще пристраивать остальные гораздо сложнее. Не переживайте по поводу нанесения большого количества клея, так как полимерный клей после высыхания будет совершенно не виден ни на джуте, ни на мешковине. А вот если вы нанесете мало клея, изделие получится мягким и будет плохо держать форму. Итак, первый ряд у меня уже готов. Кстати, высоту корзинки вы можете уже выбирать самостоятельно. Все зависит от того, для чего вы хотите ее сделать. Может быть, для кого-то будет достаточно даже вот такой высоты. Я решила сделать повыше, так что двигаемся дальше. Для следующей части узора я разрезала заготовку 30-сантиметровую полоску пополам. И таким образом получила 2 полосочки по 15 сантиметров. Снова смазываем клеем и закручиваем ее просто вот в спираль. И эту спиральку, оставляем только хвостик, я буду приклеивать между цветочком и большой каплей. Получится 2 таких спиральки по бокам от цветочка. А по бокам от спиралек я приклеила капли. Длина их отрезка составляла 9 сантиметров. Итак, высота корзинки увеличивается, но по центру еще пустовато и низко, поэтому я добавляю между нижними лепестками 2 больших лепестка, 2 большие вот такие капельки по 10 сантиметров и соединяю их между собой. 10 сантиметров я имею в виду не размер самой капли, а размер отрезка, из которого она сделана. Высота корзинки меня уже почти устраивает. Пожалуй, еще немного добавлю по бокам деталей. И на этом все, наверное.
Теперь добавляем 2 большие горизонтальные капли, которые будут доходить до конца каждого ряда и упираться в центральные 2 капельки. Обратите внимание, как у меня стыкуется край. Каждый ряд просто упирается в другой. И это место нужно обязательно смазывать клеем, чтобы оно хорошо состыковалось и зафиксировалось. Ну вот, моя корзиночка почти готова. Я лишь хочу задекорировать боковую часть донышка, чтобы скрыть вот эти стыки из 2 частей. У меня есть кружево, но оно достаточно широкое, а тоненькое у меня, к сожалению, закончилось. Я решила отрезать нужную ширину, это чуть больше сантиметра, и именно его я приклею по периметру своей корзинки на полимерный клей. И таким образом задекорирую край. Вот такая корзиночка из мешковины и джута у меня получилась. Надеюсь, мой мастер-класс был для вас полезен, и вам тоже захочется сделать такую корзиночку. Ведь творческий процесс – это так увлекательно. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Пока-пока!